Каждая девочка хотела бы почувствовать себя принцессой, а юноша помечтать о том, что свою принцессу найдет. Оказывается, настоящий замок принцессы есть не только в мультфильмах Диснея и на европейских холмах, а еще и у нас, под Воронежем. Где именно находится это место и как в него попасть? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ», и с тобой Даша Ивановская. Все необычные места из моих путешествий отмечены на карте в моей виртуальной записной книжке в новой социальной сети Planet for Me, а также там я сохраняю полезные промокоды и сервисы. Подпишись на мой профиль, чтобы не потерять, тебе точно пригодится. Хочется рассказать вам о территории вокруг замка. Конечно, принцесса была очень предприимчивой. В свое время она открыла здесь и конный завод, и лечебницу, и несколько школ. И даже несмотря на то, что конный завод не сохранился до наших дней, до сих пор вы можете здесь прокатиться на лошадках или в карете. Но особой ее страстью была паровая фабрика конфет. Принцесса производила более 400 наименований различных сладостей, и конфеты очень высоко ценились в Европе. Они получали золотые медали и в Лондоне, и в Париже, и в Бельгии. К сожалению, эта фабрика тоже не дожила до наших дней. Это скорее сейчас зона сталкеров, но воронежцы, и большая им за это благодарность, сохранили старые рецепты и передовое оборудование, и даже сейчас до сих пор производят конфеты, говорят, что идентичные тому времени. Конфеты производятся из бельгийского шоколада. Они сохранили, кстати, дизайн прошлых оберток, который был создан русско-французским художником Александром Бенуа. И вот нам удалось приобрести здесь как раз вот такую коробку конфет. Конфеты очень действительно красивые и действительно очень вкусные. Я попробовала одну штучку, но еще одну попробую и скажу о своих впечатлениях прямо на камеру. И, в общем, какой можно сделать вывод, что с бельгийскими конфетами не обязательно ехать куда-то очень далеко или там за конфетами высокого класса, не обязательно ехать в Швейцарию, например, а можно купить такие же конфеты в Воронеже и сделать вот такой чудесный европейский пикник у готического замка. Замок принцессы Альденбургской в Рамани – это единственное в Черноземье место проживания царственных особ. Имение в Рамани царь Александр II подарил своей племяннице, принцессе Евгении Ольденбургской, уроженной княгине Романовской. Она превратила его в зону комфортного существования не только для своей семьи, но и для всех жителей Рамани. Подарок императора был роскошным: имение, сахарный завод, 8000 гектар распаханного чернозема, девственные леса, богатые дичью. И такой подарок оказался под стать характеру Евгении Ольденбургской, страстной охотницы и бизнес-леди XIX века. С 1879 года она 10 месяцев из 12 проводила в Рамани, лишь изредка отлучаясь в столицу. Далеко не сразу супруги Ольденбургские начали строительство дворца. Первые 5 лет принцесса Евгения занималась восстановлением сахарного завода и добилась повышения его производительности ровно в 500 раз. Но такой шикарный подарок российского императора принцессе был не просто жест поощрения ее прихоти. Таким образом, император хотел вознаградить, отблагодарить принцессу за ее действительно большие заслуги во время русско-турецкой войны на Балканах. То есть она не просто жертвовала свои очень большие суммы во время этой войны, так она еще и контролировала каждую копейку, чтобы она шла действительно впрок. Более того, она еще и очень много сделала для организации лечебного и сестринского дела. И именно поэтому взамен она получила 8000 гектар черноземных земель, лесов, богатых дичью. И здесь уже тоже продолжала проявлять себя как истинный предприниматель и как человек, который очень любит свою страну. Ну что ж, теперь давайте посмотрим замок внутри. Воронежские власти пытались привлечь к участию в реставрации иностранцев, связанных родственными узами с семьей Ольденбургских. В 2007 году праправнук Александра II, английский принц Майкл Кентский, предложил выкупить и отремонтировать дворец. В 2009 году финансировать реставрацию дворца предложила Бебинар Дорнер, герцогиня Ольденбургская из Германии. Но на тех же условиях от этих предложений пришлось отказаться. Дворцовый комплекс – часть русской истории, и он будет восстанавливаться
перерабатываться на средства российских инвесторов. Удивительный факт. За все время существования замка в Рамане в нем никогда не водились вредители. Внутренняя обивка стен замка сделана из тонкого слоя необработанной верблюжьей шерсти, которая служила теплоизоляцией, а ее запах навсегда отводил от здания мух и комаров, тараканов, мышей и крыс. Акустика – еще одна тайна замка. Говорят, что шепот в одной из башен замка слышен во всех его помещениях. Сама же Евгения Максимилианова могла прослушивать все разговоры во дворце, находясь в комнате рядом со своим кабинетом, так называемым ухом. Ну и напоследок я хочу и сама попробовать, и вам рассказать о старом гадании на часах. В чем его смысл? Нужно стать спиной к башне с часами и задать какой-нибудь вопрос. Затем повернуться и посмотреть, где находится минутная стрелка. Если стрелка находится до 30 минут, значит ответ нет. Если после 30 минут, значит ответ да. Итак, мой вопрос. Есть ли в замке призраки? Проверяем. Время без 5. Это значит, что стрелка сильно после 30. Это значит, что здесь все легенды правда, и, видимо, призраки все-таки есть. В стиле нарядной неоготики выдержаны все строения дворцового комплекса, где проводятся выставки, фестивали, конкурсы. К регулярным мероприятиям относятся День памятников и исторических мест 18 апреля, пасхальные квесты для детей в мае, Платоновский фестиваль искусств в июне, фестиваль «Усадьба джаз» в июле, фестиваль «Раменья опера» в августе и фестиваль «Ночь искусств» в ноябре. Рядом с Дворцом принцессы я советую остановиться в отеле Яр, который предлагает на выбор 44 номера с неповторяющимся интерьером в классическом стиле, в азиатском и восточном. А еще в отеле есть свой винный клуб, клиника, вкусный ресторан и винный клуб. На этом все. В следующий раз я расскажу тебе о том, где в Подмосковье живут хоббиты. Подписывайся на мой канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе со мной.